Самое большое путешествие. Ежик был известным домоседом и мечтателем. Он мог неделями сидеть дома за книгами и даже не выглянуть на улицу. Ежик любил воображать. Вот, сегодня он герой книги про драконов, а завтра он уже известный художник. Можно сказать, что ежик был счастлив, но была у него заветная мечта – отправиться в настоящее путешествие и написать об этом свой рассказ. Но время шло, ежик все сидел дома, читал и мечтал. Так прошло лето. Наступила осень. Однажды утром ежик нехотя отправился на ярмарку. По дороге он, как всегда, замечтался и не видел ничего вокруг себя. На ярмарке его отвлекли разговоры о зиме. Все только и говорили о том, что осень скоро закончится и придет холодная зима. Все кругом были обеспокоены тем, чтобы сделать запасы на зиму и утеплить свои дома. Ежик родился прошлой зимой и был тогда слишком мал, чтобы запомнить это холодное время года, а осень была его первой. По дороге домой он наконец увидел то, о чем все говорили. Он увидел, что деревья изменили привычный зеленый цвет на желтый. С некоторых деревьев листья опали наполовину. Как все изменилось? Ежик не мог поверить своим глазам. Значит, то, о чем говорят жители леса, правда? Скоро придет холодная зима. «Осенний лес прекрасен!» – воскликнул ежик. «Неужели скоро все это исчезнет? Я думал, у меня еще достаточно времени». Ежик был огорчен и в то же время вдохновлен золотым лесом. Он всю ночь не мог уснуть и думал, как же успеть увидеть осень. Одна идея пришла ему в голову. Утром ежик объявил своей семье: «Пока не пришла зима, я должен увидеть мир. Я отправлюсь в путешествие до города». Ежиное семейство поддержало молодого ежика. На следующее утро ежика провожала вся семья, желая ему чудесного путешествия. С собой ежик взял только сумку с теплыми вещами, коробочку с бутербродами и маленькую тетрадь для заметок. На прощанье ежик получил необычный подарок от дедушки – старый фотоаппарат. Нехоженной тропкой ежик отправился в свое первое и самое большое путешествие. Вокруг все было незнакомо и по-осеннему ярко. Ежик не выпускал из рук фотоаппарат, делая все новые и новые снимки. Иногда он садился передохнуть и записать пару заметок в свою тетрадку. Он воображал себя путешествующим писателем. Так в тетради появилась запись об известном на весь лес волшебном колодце. Ежик набрел на него случайно и бросил в колодец камень, загадав сокровенное желание. Также с гордостью ежик описал в тетради приключения на реке. Он прошел уже довольно много, когда на его пути появилась широкая река. В этой части леса моста не было, но ежик не растерялся, так как знал, что делать из дедушкиных рассказов. Он нашел старинный дуб, который был известен не хуже волшебного колодца. Ежик взобрался на самую его вершину. Конечно, ему было страшно, ведь ежик жутко боялся высоты. Но он помнил, что представляет себя писателем. Это придало ему храбрости. На вершине дуба он нашел парашют, который оставляли белки для путников, надел его и перелетел на другой берег. Лес по ту сторону реки был другим, темным и мрачным. Ежика со всех сторон окружили высокие ели. Сквозь их пушистые и колючие кроны не проникал солнечный свет. Ежику стало страшно. Лес окутал его тишиной. Неожиданно со всех сторон ежик услышал жуткое шуршание. Он закрыл глаза от испуга. «Наверное, это привидение», — подумал он. В книжках ежик часто читал про такое, но шуршание стихло. Открыв глаза, ежик понял, что это всего лишь упали шишки. Описывая это приключение в своей тетради, он написал: «У страха глаза велики». Вскоре лес закончился. Ежик очутился перед большим мостом. Все рассказывали, что за лесом есть мост, но никто не говорил о том, насколько он был старый и огромный. Или это ежик маленький? Ежик, затаив дыхание, перешел трухлявый мост и пошел вперед единственной дорогой. Он знал, куда идти. Дедушка ему все рассказал.
Вот и остановка. Ежик сел в ожидании автобуса. Оказавшись впервые в городе, ежик был восхищен высотой каменных домов, широтой улиц и количеством самых разнообразных магазинов. У местных жителей ежик узнал об интересных городских достопримечательностях, которые обязательно нужно посетить. Первым делом ежик побывал по совету дедушки в музее. Там ежик узнал для себя много нового. Еще ежик побывал в театре на представлении известного фокусника и даже принял участие в театральной постановке. Все свои приключения ежик тщательно записывал. В городе стало заметно приготовление к Хэллоуину. В лесу также все с нетерпением ждали этот праздник с самого начала осени, а некоторые готовились к нему чуть ли не весь год. Ежик ни за что не хотел пропускать свой первый Хэллоуин и решил, что пришло время возвращаться домой. Он написал так много, что хватит на целую книгу. В его тетради осталась последняя страница. В городе ежик узнал про короткую, но опасную дорогу в лес. Оказывается, некоторые лесные и городские жители обмениваются между собой. Обмен они осуществляют через маленькую навесную дорогу в небольшой тележке. Ежик подумал, что ему как раз не хватает захватывающего приключения для последней страницы своего будущего рассказа. Он расхрабрился и принял решение вернуться в лес на тележке. Ох, как это было страшно! Тележка с ежиком разогналась так быстро, что ему приходилось крепко держаться. На большой скорости висящая за спиной сумка распахнулась. Тетрадка с заметками о путешествиях выпала из сумки и улетела прочь. Ежик не успел ее поймать. «Моя книга!» – только и успел крикнуть он вслед улетающей тетради. «Все напрасно! Все пропало! Все, мое путешествие пропало!» Ежик продолжал сокрушаться о потерянной рукописи. «Никакой я не писатель! Это только мечты!» Уже в лесу раздосадованный ежик швырнул сумку. Она тяжело упала на землю с глухим стуком. «Фотоаппарат!» – вспомнил ежик и быстро поднял сумку. Только бы он был цел. Ежику повезло. Сумка упала на мягкую траву, и при падении фотоаппарат не повредился. «У меня остались фотографии. По ним я смогу восстановить все свое путешествие». Ежик снова обрел веру в себя. Когда ежик вернулся домой, ежиная семья удивилась тому, как сильно изменился ежик. Он взял на себя всю подготовку к Хэллоуину. Сам украсил дом и сшил костюм. На ярмарке он выбрал самую большую тыкву и вырезал из нее фонарь в виде забавной рожицы. Он пригласил всех соседей заглянуть в ежиный дом на праздник. Для гостей он приготовил сладости, которые привез из города. На празднике он плясал со всеми гостями. Все удивлялись тому, какой, оказывается, ежик веселый. В конце осени ежик закончил свою книгу, которую назвал «Самое большое путешествие». Книга вышла объемная и захватывающая, с множеством фотографий. Заветная мечта ежика сбылась. Он стал настоящим писателем.